So, we can give some example. Let's look at Apa-Sampradayas, Neda. 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 Nera. That is, there are two, Neda and Neri. Есть Нера и Нери. Neda means a male person who shaves his head. Нера — это мужчина, который бреет голову. And Neri means a female person who shaves her head. А Нери — это женщина, которая себе бреет голову. So about 500 years ago, in Bengal, there was a very big Buddhist sect. 500 лет тому назад в Бенгалии была большая секта буддистов жила. There were male and female members, and they shaved their heads. They were Buddhist monks and nuns. Монахи и монахини, буддистские женщины и мужчины, и все были бритоголовые. But they weren't really like monks and nuns because they used to enjoy. Они были не совсем монахи и монахини, потому что они все-таки встречались друг с другом периодически. So, И общались очень интимно. the son of Nityananda Prabhu, Virachand Prabhu, he was traveling and preaching Harinam Sankirtan everywhere. И сын Вирачандра Прабhu, сын Нитянанды Прабhu, он странствовал по Индии и проповедовал нам Санкиртан. And he converted many of the Neda and Nedi into Gaudiya Vaishnavas. Он проповедовал представителям этой буддистской секты, и многие из них стали Гаудия Вайшнавами. And many of them, they married and lived a dharmic Vaishnav life. И они поженились позже, вот эти буддистские монахи, вот эти последователи буддизма, и стали жить как грихастхи. However, many of them came into Gaudiya Vaishnavism and they brought their sanskars of their previous activities with them. Но также они как импортировали в Гаудия Вайшнавизм свои прошлые самскары, прошлой практики, и как-то внедрили их постепенно. And because of this, they began to mix their previous ideas of Buddhism with the ideas of Gaudiya Vaishnavism. И произошло такое слияние их прошлых практик вместе с Гаудия Вайшнавизмом. So the deviation here is a syncretism. И вот это отклонение — это синкретизм. Understand? Syncretism. You can see. It has happened. Even we saw in America. Это происходит. Мы даже видели в Америке, это происходило. One prominent disciple. Один из очень влиятельных учеников Шрилы Прабхупады, he was in charge of a very big temple возглавлял in New York and Virginia and other places. Возглавлял большие храмы, вначале в Нью-Йорке, потом в Вирджинии. So he came actually from a Christian background. У него прошлое был опыт христианской практики. So after some time, after Srila Prabhupada left, he began to do syncretism. И когда Шрила Прабхупада ушел из этого мира, постепенно, через какие-то годы, этот вайшнав стал совмещать практику христианскую вместе с Гаудия Вайшнавизмом. Like this. So then the devotees would come to Mangalarti. То есть преданные приходили на Мангала-арати. And the men and the ladies dressed in the monk habits. Но все они одевали одежды монахов, мужчины и женщины, они такие были, плащи монашеские. Singing to the deities in Gregorian chants. И в таком стиле григорианских воспеваний пели Мангала-арати божествам. So this is one type of Apa-Sampradayas. When someone from another background begins to do syncretism, they think they can improve the sampradaya by mixing with their favorite preparations. Вот так и возникает вот это отклонение, потому что кто-то, у кого есть такой сильный прошлый опыт какого-то вероисповедания, какой-то духовной практики, пытается внести какие-то элементы той бывшей практики в вайшнавизм, думая, что таким образом они это делают более популярной и более интересной практикой. Вот такое ассорти того, что им нравится из других практик, они внедряют, и получается такой кетри. Okay. Кетри. But don't do too much. Не надо много кетри делать. So this is one type of weed. You watch that this weed does not grow in your heart. Поэтому будьте осторожны. Вот это тоже разновидность сорняка, который может вырасти в сердце. Поэтому будьте бдительны, присматривайтесь, чтобы у вас такой не вырос. Don't try to change the sampradaya. Не надо пытаться изменить сампрадаю. You change. Сами меняетесь и перестраиваетесь. Come in the line of the sampradaya. Вы подстраиваетесь под стиль сампрадаи.
great acharyas sometimes adjust the situation, but they have realized Krishna first. Великим ачарьям, да, позволительно иногда что-то внедрить, изменить в сампрадае, но у них совершенно другая ситуация, потому что они вначале осознали Кришну, а потом они внешне могут что-то поменять немного. And they may make an adjustment, but that adjustment is actually in scripture. И они могут что-то поменять, но все равно даже это изменение будет все равно основано, будет праман для него в священных писаниях. In Vedic culture. Ведическое, это все равно будет обосновано на принципах ведической культуры, даже их изменения. Just like our Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur began to establish the strict ashrams, brahmacharis, grihastas, sannyas. Например, это тоже как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур стал строго сегрегировать ашрамы для брамачари, ванапраст, для саньяси. It was not something new. It is in Bhagavad Gita. Это не было какой-то новой идеей его, потому что это все описано в Бхагавад-гите. It is part of Vedic culture. Это часть ведической культуры и традиции. But the reason he did is because many persons they were imitating the six Goswamis. Почему ему пришлось это сделать? Потому что к тому времени, когда он жил на земле, то много людей стали пытаться имитировать поведение и жизнь шести Госвами. The six Goswamis were Swabhavik Paramahamsa. That means outside of all Vedic duties. Наши 6 Госвами были свабхавика парамахамсами. То есть они уже были трансцендентными личностями, вне правил и влияния всех уставов ведического общества. So, because there was not the system of vanaprastha and sannyas was not strong in the Gaudiya community, then there was a choice between being attached or being like a paramahamsa. Потому не было такого четкого раздела между отреченным ашрамом поэтому не было у них выбора, они были или просто отреченными, или парамахамса. So this is not possible. Не было категорий четких, это невозможно для человека точного. The vanaprastha and then the sannyas ashram are the ashrams which are within the purview of varnashram dharma, which are the arrangements to renounce varnashram dharma. Потому что там не было четких градаций того, как выйти из уставов, постепенно возвыситься над варнашрам дharma и стать вне влияния. Поэтому вот это ванапраста и саньяс ашрам — это такие подготовительные ашрамы для того, чтобы уже выйти совсем из этой системы, но они еще все равно работают в контексте варнашрам дharma, общества. If you're not liberated from the bodily concept of life, you cannot artificially say, well, actually I am. Вы не можете притвориться, что вы отречены от мира, если вы еще все равно обусловлены и живете, отождествляя себя с этим телом и умом, то просто себя провозгласить освобожденным не поможет. If one does this, one will do adharma and then go down. Вы просто нарушите тогда правила дharмы, предписанного долга, и наоборот опуститесь, а не возвыситесь. So Srila Bhaktisiddhanta Thakur saw this adjustment was necessary so that the jivas will go slowly through the stages and eventually become Paramahamsa. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур осознал, что вот этот пробел существует, и что нужно помочь создать вот эти четкие категории ашрамов, благодаря которым джива сможет постепенно переходить из ашрама в ашрам и возвышаться. So it was an adjustment actually to go back to the original intention of Vedic society. It was not a syncretism. И это не было каким-то новой какой-то идеей, синкретизмом. Наоборот, он вернулся больше к истокам ведической традиции. Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur was chanting 3 lakhs Harinam for 10 years. В течение 10 лет Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур повторял 3 лака Харинамы. He realized everything. Он осознал все. And then he made some adjustments to improve the situation for everyone. Потом он уже решил что-то изменить внешне в ситуации гаудия-вайшнавизма, чтобы помочь людям. But if you try to make an adjustment, Если вы попробуете что-то начать менять, then how do you know this adjustment will work or not? You have not realized everything yet. Вы ничего не осознали еще толком. Откуда вы знаете, что это будет полезным изменением или наоборот навредит? How do you know that you are not leading everyone down a garden path to nowhere? Откуда вы знаете, куда вы ведете людей? Вдруг вы их ведете в канаву в какую-то, всех за собой? Excuse me, it's very dry. Air is very dry in this room.
So this is Apa-Sampradaya Neda Nedi. It is historically related to Buddhism, but as a principle, it is the problem of syncretism. И вот эта ситуация с этой сампрадай Нера Нери, это исторически была связана с буддистской сектой, но это может возникнуть в любом обществе в любое время из-за вот этих попыток слиять какие-то разные традиции с вайшнавизмом.